помню, как ездил в Москву на учебу из родного города. По пути в Тулу мы проезжали Адоевский район, в котором начиналась какая-то грандиозная стройка. Ездил я каждые выходные, но через 1 неделю точно. И на моих глазах тогда еще не сильно известная компания Мираторг возводила большую производственную площадку по разведению каких-то черных коров. Сейчас мы их знаем как порода Black Angus. Выглядело это очень красиво, если учесть тот факт, что все это происходило в 2013 году. Путь от Суворова до Москвы занимал примерно 4,5 часа, и автобус ехал не быстро, что позволяло рассмотреть в окно много интересных деталей. Помню, как в 2014 году на площадку заехала дорогущая немецкая техника. Тогда я впервые узнал, что существует такой бренд сельскохозяйственной техники, как Клаас, New Holland и Amazon. Насколько я помню, Джоны они не закупали. И для меня это было прям вау. В Суворовском районе, дай бог, 1,5 фермера тогда было, и то такие себе, а тут тебе целый город построили. Потом предприятие запустилось, и много людей из Суворова устроились туда работать. Я, конечно, к тому времени был очень молодой и глупый, и не понимал, как устроен холдинг, и что он делает в рамках расширения земельного фонда. И если в Адоевском районе он создал рабочие места на пустом месте, где земли простаивали, то по всей Тульской области неплохо так проредил паевой фонд фермеров, выкупая у собственников паи в 3, а то и больше раза дороже. По Тульской области даже ходила шутка, что началась золотая лихорадка, только земельная. Так большое количество фермеров осталось без земли, и появился прецедент, так сказать, новая практика, которую я неплохо усвоил при работе с фермерами в банкротстве. Звучит она так: ты можешь говорить, что у тебя есть сельскохозяйственное предприятие, только если у тебя земля в собственности. Эту практику мы применили на наше хозяйство не совхоз. Да, дорого выкупать. Да, земля в собственности тяжелее, чем на паях работать. Да, нет прибыли уже 5-й год, но есть предприятие. Всем привет и шум, брат. Добро пожаловать на наш документальный сериал «Не совхоз». В предыдущей серии мы с вами начали сев подсолнечников 2 сеялки, Ритм и Тулип, а также посеяли яровой рапс и подкормили озимый рапс во 2-м отделении «Не совхоз 2.0». В этой же серии нам предстоит начать сев сои, а значит и работа самоходного опрыскивателя для расстилания экрана от сорняков. Помимо этого вернемся к севу пшеницы, да и в целом предстоит много работы по хозяйству. Присаживайтесь поудобнее, готовьте вкусняшки, желаю вам приятного просмотра, погнали! Всем привет! Сегодня работаем с дядей Леней, загружаем ему сеялку, он сеет у нас рапс на поле. Короче, вот он меня отправил убрать ему дерево, потому что ему очень сильно оно мешает. Вот оно. Сейчас мы его уберем. Дядя Леня, грубо говоря, 3 поля сделал. Кстати, где мы сеем, прям вот тут вот через дорогу, короче, сеет 2 МТЗ с сеялками СЗ 3.6. Вот они, красавчики. А у нас посевные комплексы, кировцы с подрульками. Мужики вон херачат без подрулек и на сеялках советских. Я вообще не завидую, на самом деле, этим пацанам, потому что сейчас в такую жару на МТЗ без кондея жестко, очень жестко. Мне аж прям больно, я как представлю вот это все. По поводу, кстати, ТО. Вчера делали ТО, накатали мы 250 часов. Не работал звуковой сигнал на задний ход. Но в него то ли вода попала, то ли что, потому что сливни были, а погрузчик на улице стоял. И так еще что-то подкрутили, подвертели. Ну, короче, ребята молодцы. Мы им позвонили, они прям на следующий день выехали. Вообще так, вы вообще прям молодцы. Как-то так, будем работать дальше. Привет! Виктор, привет! Ты сев закончил, наверное? Рад! Сегодня мы выезжаем сеять пшеницу.
проблемы с культиватором. Деление у нас продувается. Вот. Я загрузил уже КамАЗ семян. Пока непонятно ничего на какое поле, потому что, поля вроде все сухие, но просто именно куда поедем сеять, пока неизвестно. Да, система съема охуительная. Иди вот с этой стороны, подойди, может, чуть оттянешь. Тебе надо вот отвал вот чили. Ну да, чуть натяни сюда вот. Так, попробуйте. Да ну не идиот, ты на, 7 раз снимали. А ты ослабил? Конечно, все, открутил, все не от руки. Что-то он не хочет. Ебать сделали нахуй. Ёбаный Тут вот сейчас один уже упал, только если с бункера или как его там вставлять. Где вот его взять на пилинг? Очередная серия, опять Юрий Анатольевич под Селфордом. Скажу честно, мы посеяли рапс, и Селфорд пока работал хорошо, если не считать тот факт, что у него от старости на правом крыле полетел цилиндр, и вся правая часть перестала заглубляться. Но мы это быстро починили путем ремонта старого цилиндра. Обошлось быстро и без финансовых потерь. Ну, почти. Кстати, я не оправдываюсь, просто до моего закадрового Юрия Анатольевича в очередной раз переставлял катушку с мелкосемянки на сою. Да, в этой серии мы начинаем сеять сою, пока Леня досеивает кусочки пшеницы на Амазонке. А то вдруг вы подумали, что Селфорд сеет поле, потом едет на базу и переставляет катушку, потом опять одно поле, а потом опять меняет катушку. Мы же не все снимаем постоянно, но рапса он посеял нормально, гектар 200. Пока мужчины разбираются, мы плавно переключаемся на сев яровой пшеницы. Ну что, вот мы и выехали сеять на поле, где был в прошлом году подсолнечник. У нас самое маленькое поле, впереди КамАЗ едет. Сортируй, блядь! Давай еще, ёбана! Мотыга! Открой дом. Студент. Все? Вытряхни там гречкой. Вот заеб ты. Димка. Пакет нужно. Ведро! Сейчас я принесу весы и забыл. Ходил и забыл. 300. Вот, позабыл. Смотри. 300. Я без телефона в кармане. Фу, ты угадал. 800. Ну 300 это с ведром, бля. Ебать, пшеница 64 килограмма. А надо 225. Так, а тут эта крупинка есть? Тупости, ебаный. Переодеться надо. Все, да, готово? Да. Зернышко. Что-то они стали в минус куда-то уходить. 60, да, мы сделали, и стало 184. 73 давай. О, удобрения попали. Да, это хорошо. В этом году мы значительно сократили площадь под посев пшеницы, особенно яровой. В общем, итоги от 5 там, плюс тысяч гектар озимых плюс яровых на зерновые у нас приходится порядка 1000 гектар. А также мы убрали ячмень из севоборота. Просто он ничего не стоит и продавать его некуда. Хотя можно было бы еще раз уйти на контракт по пивоварке, тем более завод рядом есть, но что-то у нас не получалось. Прям супер хороший пивоваренный ячмень вырастить. Думаю, даже куда-нибудь отправиться на обучение или мероприятие по нему. Посмотрим. Тут еще вот какое дело. Сейчас сельское хозяйство именно для нас выглядит таким образом, что мы должны сеять 80% культур, которые несут большую денежную массу. Даже если маржинальность на ячмене больше. В чем суть? Допустим, по подсолнечнику. Стоит он пускай 37 тысяч рублей за тонну. Урожайность его может быть в среднем 30 центнеров с гектара. С 1000 гектар можно получить воловки в размере 110 миллионов рублей, что в общем больше в качестве денежной массы, нежели получить с 1000 гектар пшеницу с урожайностью 50 центнеров, которая стоит по 11 тысяч рублей с НДС. Подсолнечник я тоже с НДС считал. Так вот, с 1000 гектар и 50 центнеров пшеницы мы получим воловкой 55 миллионов рублей. Согласитесь,
согласитесь, что с подсолнечника более привлекательная сумма, и с нее уже можно купить себе, допустим, трактор или комбайн, в отличие от воловки по пшенице. Да, можно и 70 центнеров пшеницы получать, и тогда она будет более привлекательная. Но я уверен, что больше 50 центнеров на круг мы в Мордовии не сможем получить. Уже пробовали неоднократно. Лучше научиться получать по подсолнечнику 40 центнеров с гектара, и тогда будет уже 150 миллионов. Такая вот тенденция сейчас в растениеводстве. Ну ничего, подстроимся. Одновременно с посевной мы работаем по сорняку на рапсе. Пока он не вылез, есть хорошая возможность и окно, которое ограничено, если что. Я уже про это рассказывал, но могу и повторить. Сорняк уже вылез, а рапс еще нет, и гербицид для него не страшен. Чего не скажешь про сорняк. Новый вылезет еще не скоро, а тот, который есть, уже является конкурентом в питании для нашего рапса. Особенно на старте его роста. Почему не прокультивировали и не срезали сорняк? Ну ты же старый убил, а новый спровоцировал. А это значит, что он опять вылезет внутри рапса, и с ним будет дороже бороться. Короче, экономия солярки и средств против сорняков до следующей волны. Так как рапса в этом году много, туману работает достаточно. Я нисколько не пожалел, что купил себе еще один самоходный опрыскиватель. Плохо, что у нас все равно много посеяно и разных культур, и как будто нам и 2 туманов не хватает. Ну, либо нужно переходить на работу круглыми сутками, но тогда вопрос в другом. Самоходник – дело тонкое, и разломать его легко, особенно небрежным отношением к технике. Плюс нужно иметь опыт опрыскивания и работы с большими штангами. У нас таких людей особо и нет. Ну, они есть, но они сейчас на туманах и работают. К тому же не все хотят трудиться с химией, поэтому те, кто на опрыскивании, у них одна из самых хороших зарплат в хозяйстве. Ладно, оставим Игоря в покое и отправимся на базу, где приехал специалист по заправке кондиционера. У Василия что-то с ним случилось. С холодком, да? Да неплохо, да. Ну холодок-то есть, остался. Ну вот. есть. Тебе подключим сейчас. Вот массу включат? Массу включил он? Нет, так просто- нет, маску включил и все Просто включаешь. вентилятор, да? Да. А там потом этот, как его, регулируешь уже, сколько тебе надо охлаждения. Ну вот этот. Ну в основном его не крутит. Не надо его, да. Реостат Пускай- вот этот холод. Короче, он пускай как включенный будет, так и... Да, да. Самое главное, сейчас его заправили. А тогда, когда вы снимали кабину, что вы турлюшку по итогу вытащили? Да, наверное, нас это, с проводами дернули. Она разлетелась. Это все наладится. Слушай, ты ту форочку не забудь закрыть. И этот предохранитель надо все-таки 10-ку, либо 15-очку. И прям сейчас, желательно. А то если как время, это постоянное. Да, конечно, звони. Ну что, всем привет! Сегодня начинаем обычный наш трудовой сложный день. Сегодня придется работать на 2 сеялки, потому что приезжает дядя Юра и дядя Леня будет сеять. Надо будет метаться очень много. Помогайте тому и тому.
фишку сделаем с Игорем. Маленечко придадим виду и удобству этой кабине. А именно заклеим, короче, кабину отормалкой. Вопрос, который, наверное, зададут подписчики: зачем, нахрена? А вот чтобы не было вот такого, когда ты выезжаешь на солнце, и ты начинаешь щуриться, особенно когда поднимаешь и грузишь куда-то. Мне Камазис показывает, а я его не вижу, потому что мне солнце слепит в глаза. Тренировка, конечно, это все замечательно, вид будет красивый, но удобства от него, конечно, мало. Будет, я думаю, круто. Я все это снимаю для вас. Движуха на базе, движуха. Дядя Юра почему-то комплекс не пошел. Хотя вот он что-то тут складывает, дядя Юра вот что-то поднимает его. Нам сейчас надо выгрузить КАМАЗ и ехать обратно на базу, чтобы загрузить 4 мешка селитры. Следом надо вывести 11 ковшей пшеницы, чтобы ребят начали травить. И потом опять грузить машину, чтобы отправить ее дяде Лене. И параллельно с этим надо еще будет ездить, затаривать дядю Леню. Как-то так. Дядя Юра что-то приехал пробовать, не знаю, что, глянем. Да, у него что, нога побаливает, он не может быстро все делать. Печаль, не помочь ему некому, потому что его кореш работает. Ну что, дядь? Пошла шушвайка? Он же говорил там какие-то расстояния. Да похуй уже. Их надо сделать, чтобы они тяги были вот эти вот крайние, это и та одинаковые. Чтобы у тебя, короче, горизонт вот этот ровный был, чтобы не было вот так, чтобы она не ехала. Короче, какая-то ебанина, не комплекс. Мы только измучаемся, мне кажется. Ну, короче, селфер почему-то в землю не лезет. Вот. Именно середина. Непонятно. Что с ним случилось? О, свистело. Так, ну что, я себе намутил Ниву с небольшим пробегом. Мне она нужна, пока я не разберусь с Крузаком. С Крузаком что-то у меня разобраться времени не хватает, да и в Саранске не получается никого адекватных, так скажем, найти. Поэтому поезжу пока на ней. И плюс у меня же еще ремонт в продакшене идет постоянно. Обшивка крыш происходит, у нас крыша не упала, между прочим. Также вместе с этим идет проводка всей электрики, с нуля создается, покраска стен и бла-бла-бла-бла-бла. В том числе ремонт в туалете. Это самая главная комната, так скажем, в офисе. Ниву с кондеем, и мне опять звонят. Прадик вот он стоит, но блин, он уже доживает свои года, им тоже нужно прям больше плотно заниматься. У него каждый выезд, непонятно, что у него может там в будущем сломаться. Его прям нужно капиталить. На Супя тоже, в принципе, сломанный, поэтому его нужно будет приводить в чувство. И, ну, и просто заново его, так скажем, запустить, сделать, поэтому... Пока на Ниве. Мне она, в принципе... Ну, мне она абсолютно не нравится, как автомобиль. Я считаю, что Нива — это спецтехника, как квадроцикл. И не стоит ее считать вообще за автомобиль. Это, ну, вот особенно вот эти вот легенды, или как это называется. Но люди почему-то считают, что это прям дорожный автомобиль. Короче, едем в поле. Достаточно радостно. Так, мы с вами неожиданно закусились и попали в гонку. Сейчас мы будем брать его на абордаж. Этих всяких там американские Нивы, Шевроливы, как она, Шевролет Нива. Сейчас мы ее на нашей русской легендарной возьмем. Ну давай, едь быстрее. Ладно, я шучу просто. Дорога до поль долгая, мне немножко скучновато. Еще вот самое забавное, не знаю, кто-нибудь это себе отмечал, при отпускании газа, то же самое, как и на квадроцикле, она просто делает туда. Правда, на квадрике ничего не бьет, вот это включение.
Одновременно с нашими потугами начать сеять сою плюс пшеницу на соседнем поле продолжается сев подсолнечника. Теперь у нас остался только один боец в поле – это Сергей. Кстати, я обратил внимание, что люди как-то агрессивно реагируют на то, что я улыбнулся в диалоге с Сергеем и сказал, что ничего почти не понял. Мол, насмехаюсь. Вроде я никогда не давал поводу усомниться в том, что я, может быть, не хороший, но хотя бы нормальный человек. А вы, сразу прошу прощения, херами меня покрыли. Хотя меня просто повеселило, что мы пытались возле шумящего трактора построить диалог. Я очень хотел понять, что с цилиндром, а Сергей очень хотел донести. Но так как у него проблема с голосом по тем или иным причинам, он не может говорить со звуком. И делает это через приемник. Короче, а то я отвлекся. Я думаю, у тех, кто так пишет, у самих проблемы. Вы чрезмерно чуткие. А Сергею пожелаем удачи досеять подсолнечник, так как он остался один, и скоро я вам расскажу почему. И да, Сергей хороший механизатор, если у вас вдруг какие-то вопросы есть. Что, мы приехали с вами на сев подсолнечника. И на севе подсолнечника у нас случилась проблема. Ну, точнее, ожидаемая проблема, я бы ее так назвал. Потому что земля быстро засохла, и сеялка ритм, она не может врезаться в почву. Все. Остался только тулип. И больше ничего в эту почву сеять не может. То есть СЗшка не способна это делать. И вот тулип сеет. С Божьей помощью. Но сеет. Так. А как тут добрался агроном, не пойму. Вот такой вот невасик. Красивенький. Здесь кого-то вряд ли посеяно. Он трещит. У нас тут одновременно работает разбрасывание минеральных удобрений и заделывается все культиватором. То есть получается 3 техники на поле. Зажиточные. На своих больших машинах. Сейчас у нас в деревне пизды быстро получится. Еще авангард. Еще и авангард. Проебал авангард локомотива. Ничего не расстраивайтесь. Потом еще раз проиграете. Локомотив красавчик. Если Нива не закипела, день прошел зря, считайте. Зря садились. Опа. Едем на сою. Хотя мне этот драндулет даже нравится. Начинай. Я там усадился, в грязь. Хотел проехать по овражку, чтобы сильно не притаптывать. И просто усадился. Но сама выехала, молодец. Так, прибыли мы на местность. Сейчас будет настройка сои. В этом году сою мы выходим сеять 8 мая. Тут должен быть постелен уже экран от сорняка. И начинаем сеять сою с Элфордом.
кажется, он не работает. Кто придумал вот эти хуёвые? Завод. Она вот заклюкала. Она крутилась свободно. А вот и то, чем будем грузить. Давай виси, чурбак какой-то с этого. Он не достает. А как кто включать будет? Мне надо в кабине вентилятор включить, потом переключить кран на этот, подачу сюда. Я думал, она вся сгнила. Такое ощущение, как будто в другую сторону крутится. Потому что мы сыпем, туда ничего не идет, здесь прибавляется. Может, что-то не так подключили? Или вот какой-то рычаг. О, пошло, дядя Юр. Пошло, да? Пошло. Механически, когда закручиваешь, она раньше закрывает. Ну ладно. То есть мельче. Когда откручиваешь, она глубже заходит, позже на концевик нажимает. Там просто на английском, я думаю, все включено, да? Вот эти? Да, все тумблер включен, удобрение выключено, эта цепь от привода, от колеса отсоединена. Тут у нас что-то на что-то На что? На Ну, рапс? последний рапс, конечно, не надо что-то прибавлять. 100 килограмм будем сеять. 100 килограмм, это много. Да, уж много. Крутить тогда много. Мы что-то ставили. Что мы ставили? Пшеницу, по-моему, на 7 ставили. Да. Я думаю, что сейчас пятерку попробуем. А горох мы что-то сеяли на 9. Ну да. Ну гороха было в 3 раза больше. Ну да, 5. Начнем с 5. Что, помедленнее крутить, да? Да, ну, может поменьше будет лететь. Да блядь, Юрий Анатольевич. 5,5, значит. Ну, значит, делали 60 Последний контрольный будет. Еще будешь крутить? 1 раз. Опять не попали. Батарейка села. Все. Все, глубину попробуй, пока без высева. Глубину без высева это как? Ну, сейчас подключать не будем высев. Я так не умею, мне надо семена видеть.
Я не пойму. Тогда поедем на ту сторону. Почему? Чтобы здесь, ну давайте, чтобы А здесь. здесь я сейчас по этому бассейну топчу сколько? Где? С этой стороны, если начинать. А, ну да. Так, вроде одно и то же. Одинаково. Может быть, это с другой. Нет. Проблем не было. Поле самое то для настройки. Полненькое. Как тебе? Загрузили КамАЗ Юрию Анатольевичу под сою. Загрузили дяде Лене 2 КамАЗа. И третий уже нагрузил. Он переехал еще на другую половину. Я вот сейчас везу мешки пустые, чтобы ребят забрали. Они там травят сейчас зерно. Вот. Я им 10 ковшей вывез, они травят зерно. А вот везу мешки. Как парус надуваетесь. Видимо, стянули, идем по приборам. Ну, короче, смотрите, что будет дальше. Короче, как-то так. Примерное время загрузки минут 20 она, наверное, загружается. Безусловно, прям туда наверх закидывать удобрения проще, но так как у нас происходит сейчас разбрасывание и подкормка озимого рапса и совхоз 2.0, то есть, в принципе, неплохой выход. Можно любой МТЗ-шку с куном, пожалуйста, засыпай. Ну или телескопический погрузчик. Как решение проблемы? Отлично. Первый день сои. В этом году нам предстоит сев во втором отделении совхоз 2.0. А вот чего сев, мы пока не понимаем. Точнее, мы сейчас в раздумьях 50 на 50. Есть два верных варианта. Первый – посеять сою 300 гектар, что означает дорогую и сложную предпосевную обработку. Ну, вы помните, что нужно стелить защитный экран от сорняков, потом семена недешевые и там далее и тому подобное. Зато простая уборка и примерная урожайность 2 тонны с гектара или 20 центнеров. Плюс соя по сое на следующий год даст нужный белок, что увеличивает цену. Но нам нужны деньги здесь и сейчас. Вы же помните, что долги висят на втором хозяйстве. Отсюда вытекает второй вариант и более удобный – посеять лен. Простота при севе, но сложность при уборке и последующей работе с полем, так как от льна много остатков. Но урожайность как на сое, примерно 2 тонны. И что самое интересное, такая же цена. Представляете? Вот вам и ситуация. Все, скорее всего, насмотрелись советов блогеров, соевиков и, допустим, полтулы, к примеру, сою убрать вовремя не смогли в том году. Плюс фермеры наплодили на рынке России много низкопротеиновой сои, которая и так нифига не стоила, так еще и дешевле стала. Да, как будто бы у нас даже еще рыночная экономика. Ну что, время 6 вечера, последний час рабочий, а мы уже добили вот поле. Вон дядя Леня и вот уже край. Завтра поедем на поле, которое называется Штаны. Дядя Юра вроде сеялка пошла, насколько я знаю. На сегодня, в принципе, рабочий день кончился. Сейчас последний мешочек дядя Леня засыпем, если он, конечно, поместится. И вот тут вот, где он проехал, тут, кстати, тоже, наверное, сыроват сейчас будет, жижа торчит. И земля вот такая кусковая прям. Он прям кусок земли вот такой жесткий. Прям земля очень твердая. А тут прям жижа вот.
болото. И вот тут вот тоже колея, как кто-то вот накатал тут колею, блин. Тут мало того, что надо потихонечку проезжать, потому что иначе тут голову отобьешь себе, так еще тут и сыро. Ну да, такую канаву, конечно, заделать нереально. Так, тут у нас суть в чем? На этом поле предшественник была озимая пшеница, и мы осенью здесь провели отвальную вспашку. Весной, чуть пораньше, мы забароновали шлейф бараной, и сейчас просто с целью дополнительного выравнивания запустили культиватор. И потом сюда будем сеять сою. Соя здесь будет расти первый год. Что у нас с влагой? Мы, конечно, культивацией дополнительно ее сушим. Так, по идее, должна быть закрыта здесь влага баранования. Пока влажно. А удобрение надо туда, Ямыш? Куда? Вон, глянь, на штаны. Там два шмеля. Правильно? Да я еще засыпал вечером. Ты говори, сколько семян здесь? Все. Больше мне ничего. Все. 6 мешков гружу остальных. Мы сейчас до болот дойдем, а там я на разведку съезди. Пиздить. И все. Собственно говоря, по навигатору что, сколько посеял вчера? 57 или 58? Ну, где-то так. А там всего 85, вот. Исходим из того, что там еще 30 гектар. 18 тонн надо. У нас есть 5 тонн, да? 6 мешков, 5 тонн. Карбамидр надо 4 мешка туда, в Симкино. Что бы вам сказать про планерки? Я, если честно, на них особо и не бываю, да и делать мне там нечего. Это подчиненные Сан Саныча. Что я там должен сказать? Я не знаю, поэтому и не хожу. Обычно основное обсуждение глобальных задач идет между руководством, а потом ТЗ повествуется нашим механизаторам и работникам склада. Ну или КЗС еще есть. Как вы знаете, без ТЗ результат... Ну вот напишите в комментариях, какой результат. Так, тут из интересного мы ищем решения и инструменты для получения высокобелковой сои. В этом году у нас на испытаниях 3 инокулянта. Первый это Хайкоут, второй это то ли Монсанто, то ли также байерский Оптимайз. Третий это что-то отечественное, типа там Ультрастим, Фугустим, что-то Стим. Мы сою выращиваем несколько лет подряд, 2-3 года. Там, где мы сеем сою первый год, мы стараемся использовать и потенциально высокопротеиновый сорт, и хороший инокулянт, самый хороший. Самый хороший, по нашему мнению, это Хайкоут. Солнце встает с востока на запад, да? Минутка природоведения. Так, это у нас наша озимая пшеница. Первые сроки сева. Фаза здесь уже у нас выход в трубку. Так получилось, что ранее мы ее обрабатывать гербицидами не могли из-за такой погоды холодной и дождливой. Сейчас она уже переросла фазу кущения, и мы должны использовать гербициды мягкие. Как минимум исключить гербициды гормональные. А работать пора уже, вот сорняки все вылезли. Но пока у нас нету свободного опрыскивателя. Есть симптомы симптариоза на нижних листьях. Возможно, будем добавлять фунгицид уже в эту гербицидную обработку сразу. И тоже препарат против вредителей тоже будем добавлять, потому что есть блоха. Сейчас на улице у нас солнечно, жарко. Блоха лютует. Она здесь уже вреда большого не нанесет, но на соседних полях будет передвигаться, поэтому нам нужно будет ее здесь
снести. Недоволен тем, как здесь сработал гербицид. Но опрыскивали было холодно, было ветрено. Но у нас не было на тот момент вариантов. Теперь имеем, что имеем. То, что растения желтеют, вот точки роста желтеют. Может быть, имеет смысл здесь запустить борону ротационную. Вроде бы и лезет, но не все вылазит. Он сказал, время маленечко посвободнее будет мне погрузчик помазать. Когда пшеницу досеем, 40 минут-то можно всегда выделить. Ну, у меня, вот я бы сейчас помазал, но у меня нет, надо шприц со сходу брать, плюс набить. А мне даже положить тут некуда, тут пиздец. Куда я тут положу его? Это поле, где мы в прошлом году убирали подсолнечник. Вот запустили сюда весной шлейф борону. Прямо сейчас перед посевом положили все. DMC спокойно сеет. Мы на этом поле 40 гектар гороха посеяли. По предшественнику там зерносмесь у нас была в том углу. И кусок чистого пара оставался. А здесь вот по подсолнечнику будет яровая пшеница. Селфорд у нас посеял одно поле сои, 110 гектар, переехал на другое, и нам сейчас нужно будет настроить его на глубину, только глубину, короче, откорректировать, потому что почва немножко другая на этом поле, почвообработка другая. Давай сейчас заправим вот так, а потом на дороге. Сейчас по одному вершку закинем. Сюда к посадке, да, она была вот такая. Ну, они разминались коньки. Где-то сейчас проехать можно посмотреть. Давление тоже раскидаем через шнекер. Давай, мне какая разница. Давай начнем, настроимся. И пока есть, там хватит. Сейчас я уберу в сторону. Сейчас надо попасть туда. Операция труба. Но мы в Омске все сеялки вот так загружали. Но у нас семена были насыпи в КАМАЗах, и в кузовах у них были лючки. Они приезжали, открывали лючки, и лючками регулировали поток зерна, семян. Было попроще, чем с мешком. И быстрее. Его надо сейчас отпустить? Да. Культиватор. Не надо. Так. Отверни болту. 13. Сейчас ключи. Где он? Раз оборот. Два оборота. Все. Тебе-то как это прыснуть? Вот пока оно сырое. Так, поехали, и все. Тебе не надо
границу рисовать сначала, периметр? Ну так-то надо, по идее. Я могу границу. А потом края на глаз? Ну, меня закрасить же. Проблем нашел. Тут по делу надо было По идее, культивировать. почвенник нельзя класть на такую структуру. Подел надо было дисковать. Да. Четырехрядный или двухрядный. Запускать его с катками. Он зарыхляет ее, и заодно он выровняет. Она-то присевшая конкретно. Ты клин добей, чтобы я заехал. Ну иди, проедь. Подожди ты, дай ему хоть, блядь, вникнуть, прежде чем клинья рисовать. Что, от винта? Ну что, давайте пробовать. Вить! У тебя вентилятор не крутит, у тебя семена как пойдут, если не дует. Он сейчас отключит. Ну, давай. Работал у него вентилятор? Не работал, мы вот поехали последний вот сейчас 10 метров проехал, ничего не работало. Он говорит, должна загореться лампа. Я сейчас тронулся, он говорит, на связи, трогайся и скажи. Я тронулся, вот, заглубил его. Он нихуя, говорит, не знаю. Сейчас попробую еще раз этот вентилятор выключить, включить. Говорит, включено. Такой вопрос, Сан Саныч. Юрий Анатольевич, Мне кажется, можно еще один оборот сделать. хрустит. Ну, под сиденье Юрий Анатольевич знает, он мне сказал. Может, со мной садиться в кабине, покататься. И услышите этот звук. У него хрустит. Именно когда поднимаешь, отпускаешь, якобы Давай еще один насос. оборот сделай, подними. И поглубже, да? Побольше. Как скажете, Один оборот. сделай. Ну давай я подниму. Против часовой заглубляем. Сейчас. Ничего себе, это что, до конца, что ли? Вроде да. В итоге решили, что после прохода Селфорда, а за ним тумана, мы пускаем катки. Была бы это не соя и не нужно было бы стелить экран от сорняков, то мы бы это не делали. Но тут уже небольшой косяк, и его нужно решить. Тем более экрану проще бороться с сорняками, когда он ровно лежит, а не сикось-накось. Теперь получше. На том поле, на предыдущем, мы сначала сеяли, потом прикатывали, потом прыскали. Здесь делаем наоборот. То есть сначала прыскаем по еще влажной почве после сеялки, потом прикатываем. В целом, что у одного препарата, что у другого, в рекомендациях вообще написано, что при недостатке влаги рекомендуется либо прикатывание, либо неглубокая заделка. Вот мы сейчас по инструкции работаем. И посмотрим на разных полях, какая все-таки стратегия правильнее, лучше выглядит. Да, Юрий Анатольевич, наладили. Да я забыл, блядь, габариты включить, я же ждал час. И, блядь, лампа не горит, ну, подача не идет. Включил габариты и все. Новый агрегат для меня, забыл. Да, вот уже сеем, уже нормально идет, слава богу. Переживает, да, ну пока наладили. Юрий Анатольевич сейчас говорит, блядь, ты же глушил его. Говорю, ну да, я же ждал много. Я включил габарит, и все, уже семена пошли. Ну, нормально. Тяжелая, блядь,
Сегодня у нас на одном поле прям очень много работ. Кстати, за рулем этого кировца, дядя Юриного, сидит совсем не дядя Юра. Дядя Юры нет, отпросился, а подменяет его всеми любимый Виктор. Сейчас снимаем его. Че, Витяк, тоже не есть на кировце? Нормально. Подрулька, все. Кстати, Салфорд вообще круто. Мне нравится, как разделывает. Вообще земля прям офигенно получается. Но комплекс очень огромный, конечно. Как-то так работает. Надо будем взять Женю пшеницу насеивать остатки. Оставил 40 гектаров и потом дядя будет подсолнечник сеять. Хорошо у Витька получается, на самом деле. Уже 20 гектар посеял. И параллельно там Игорь прыскает, Серега прикатывает, дядя Леня вон стоит с водичкой, а я гружу Витька. Короче, у нас, по сути, весь колхоз тут находится сейчас на одном поле. Ну, завтра с дядей Леней поедем в Симкино. Там сначала надо задисковать, скультивировать. И следом мы с дядей Леней поедем сеять пшеничку. Последние, по-моему, 40 гектар. После этого мы уже будем переходить на подсолнух. Вот и серия подошла к концу. И, наверное, люди очень ждут финальную часть, так как тут я иногда даю волю своим мыслям. Хочу ввести небольшую ясность в тему предыдущего моего высказывания по поводу пчеловодства. Мне зачем-то написало огромное количество людей про важность пчел и опыления. Хочу вам ответить, я не тупой. Я знаю про важность пчел. Я вообще говорил про недобросовестных пчеловодов, которые получили рычаги давления на фермеров, и про то, что законы у нас выстраиваются в их защиту. Ох, как же на меня пчелофермерское сообщество напало. Злые люди. Но вот только я считаю, что большинство из них не занимается защитой пчел, а прикрываются их важностью для природы и используют это для защиты активов своего бизнеса. Так им еще постоянно новые инструменты для защиты подкидывают. Давайте представим, что пчеловодство – это бизнес. Все пчеловоды страны, официальные, которые продают мед, воск или прополис – это отрасль экономики, а значит, она формирует ВВП страны. Все правильно. Ну хорошо, тогда мы начинаем сравнивать важность вклада пчеловодства и вклада растениеводства в ВВП. И тут интересная картина получается. Растениеводство будет в топ формирования ВВП, а пчеловодство, думаю, почти в самом конце. Да, оно важно, все важно, но ведь мне никто так и не ответил, почему крупнейшая отрасль страны подстраивается под наименьшую. Может, я все-таки тупой? Все может быть. Ладно, по крайней мере, мы у себя в районе держим со всеми связь, и проблем не было. Пчеловоды, конечно, люди интересные, но подход можно найти ко всем. Я бы лучше завершил серию чуть-чуть другой мыслью, про Мираторг. Помните, я говорил, что многие из СОРу пошли работать туда? Так вот, это же прямая информация с полей, что там происходит. Какое-то время все было как в вестерне, что ли. Штат Техас, Адоевского района. Вот только огромное количество земли требует огромное количество внимания собственника бизнеса или прям прямого руководства. Все мы понимаем, что никто там и собственник по полям не бегал и не следил за работой. Отсюда и располовиненные классы посреди поля, поломанные комбайны, воровство и так далее. Не знаю, как сейчас, но такой период был. И вот он тоже сформировал новую уже идею в 10 тысяч гектар. Это та площадь, которую можно адекватно контролировать и успевать работать, еще и отдыхать будешь. Как будто и смысла нет больше расти. Лучше еще один бизнес построить, чтобы была диверсификация и безопасность. На этом все. Спасибо, что посмотрели за тяжелой работой мужчин, поддержали их лайком, надеюсь, комментарием. Приятно, что люди защищают природу и пчел, хоть и делают это агрессивно. Хотя я бы обязал пчеловодов арендовать или покупать участок в 10 километров периметром, чтобы пчела из него не могла улететь. Тогда и проблем не будет, и бизнес будет честным, а не эксплуататорским. А то мы как родители ребенка, которые разводятся со скандалом и делят имущество и детей. Думают только о себе, но страдают дети. Спасибо вам за просмотр. Пока.